文力。怎么会这样？我们把所有力量结合起来。宇浩，你快出来啊！老夫问你一句。В клане Чистого Неба с Хуихао произойдет ряд важнейших событий, которые сильно повлияют на дальнейший сюжет. Помимо смерти или ухода Эликса, в духовном море Хуихао также зародилась новая форма жизни – духовная душа. Это Снежная Императрица. Интересно, а какое кольцо получит Хуихао от этого могучего зверя возрастом 700 тысяч лет? Итак, когда все 4 души в теле Хуихао объединились, эта мощь потрясла весь клан Чистого Неба. Ван Дун, обеспокоенный состоянием Хуихао, попытался помочь. В этот момент на его лбу появилась призрачная проекция золотого трезубца, которая немного ослабила давление. Глава Тайтань и другие старейшины Чистого Неба начали эвакуировать членов секты. Когда Ван Дун спросил, что происходит, ему сказали, что даже старейшины не понимают полностью, что случилось. Глава дал приказ эвакуировать всех, включая самого Ван Дуна, но тот отказался уходить, беспокоясь о Хуихао. Второй дядя, он же Эрмин, был вынужден оглушить его, чтобы доставить в безопасное место. Пока происходила эвакуация, Нютиань и Тайтань помогали Хуихао, а точнее Электролюксу, подавить жемчужину Снежной Императрицы. Эта аура была настолько сильна, что второй глава был вынужден использовать свои духовные кольца. У него было 7 черных духовных колец и 2 кроваво-красных, что говорило о его чрезвычайной силе. Ситуация вызвала у первого главы большое беспокойство, так как он понял, что Хуихао не контролировал свою силу, и это могло привести к катастрофическим последствиям. Электролюкс принял решение и обратился к Снежной Императрице. «Я все обдумал. Единственный способ спасти всех – это вытащить снежную жемчужину из тела Хуихао и затем выполнить повторное слияние». Электролюкс объяснил, что вероятность успеха составляет 80%, но существует риск, что Снежная Императрица потеряет часть разума и воспоминаний. Снежная Императрица согласилась, лишь бы спасти своих товарищей. Сила подавления, которую выпустил Элекс, объединилась в один мощный поток святой ауры. Главы Чистого Неба чувствовали, как аура Хуихао становилась все более свирепой. Снежная Императрица, издавая леденящие кровь крики, была обернута вокруг жемчужины. Электролюкс вместе с главами клана сумел подавить свирепую энергию жемчужины с помощью своих заклинаний и силы. А перед тем, как продолжить, советую отличный сайт для просмотра ваших любимых аниме – Konoha TV. Переходи и смотри новинки в хорошем качестве. Ссылочка в описании. Электролюкс, а также Дамин и Эрмин продолжали подавлять силу жемчужины, пока Электролюкс рисовал золотые руны, которые сливались с ней. Электролюкс использует остатки своего божественного сознания, чтобы стабилизировать силу внутри эмбриона, но это сильно изнуряет его, и он начинает исчезать. Перед исчезновением Электролюкс наставляет Хуихао и обещает, что при определенных условиях он сможет воскресить его. Многие спрашивали, вернется ли Электролюкс. Да, вполне возможно, мы еще увидим его в аниме, если, конечно, создатели ничего не изменят. Вот его последние слова и прощание с Хуихао. Для меня это можно считать формой освобождения. Когда ты однажды достигнешь моего уровня, ты обнаружишь, что смысл жизни стоит выше смерти. Я видел слишком много смертей за свою жизнь, а также я воскрешал других раньше. Для меня это просто трансформация моей души. Кроме того, я не оставлю тебя полностью. Когда я слился с тобой, часть моего божественного сознания ассимилировалась с тобой. Перед тем, как уйти, я сниму печать с части моего божественного сознания, и оно будет твоим. Хуихао сильно скорбел из-за ухода Электролюкса, ведь тот использовал свои последние силы, чтобы создать дух Снежной Императрицы, и сжег свое божественное сознание для этого. Но Снежная Императрица будет чрезвычайно покорна Хуихао, так как он использовал контракт крови, чтобы установить это во время процесса слияния. После трансформации духу Снежной Императрицы понадобится время на инкубацию, но что более важно, духовная сила Хуихао достигла 50 ранга, и теперь ему нужно получить еще одно духовное кольцо, чтобы стать королем духа. После ухода Электролюкса, третий боевой дух никуда не делся. Хуихао теперь обладает третьим духом, который называется Божественный закон некромантии. Когда Хуихао достигнет уровня бога, он сможет использовать этот боевой дух, чтобы найти остатки божественного сознания и даже полностью воскресить Электролюкса. После потери своего учителя Элекса, Хуихао находился в состоянии глубокой печали. Когда он очнулся, его глаза были не такими яркими, как раньше. У его кровати сидел Ван Дун, который очень переживал за друга. Хуихао не смог рассказать Ван Дуну правду. Он лишь признался, что потерял важного старшего, имея в виду Электролюкса.
и слезы снова полились по его щекам. Хуэйхао пообещал себе стать сильнее, чтобы восстановить божественное сознание своего учителя. Он решил, что использует некромантию для борьбы со злом и прославит Электролюкса. В этот момент появилось серое духовное кольцо, которое было в 1,5 раза больше обычного, и позади него возникла тусклая световая проекция, напоминающая Электролюкса. Сам Ван Дун после всего этого собирался отправиться за духовным кольцом, ведь он уже достиг 60-го ранга, и в этом была одна из целей посещения клана Чистого Неба. Ван Дун был удивлен, узнав, что Хуэйхао достиг 50-го ранга, поскольку его духовная сила долгое время росла медленно. Кровать эссенции ледяного нефрита сыграла в этом роль. На следующее утро Ван Дун попрощался с Хуэйхао и покинул замок Чистого Неба в сопровождении 2 мастеров. После этого Нютиан и Тайтань пригласили Хуэйхао на разговор, что они хотели узнать у Хуэйхао. Ждем эти интересные события. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете об уходе Электролюкса. Хотелось бы вам, чтобы он вернулся. Подписывайтесь на канал и всем пока.